Вообще, данный видеоролик должен был выйти вчера, но дорогие разработчики Rise of Kingdoms сделали в тот день сразу две вещи. Они подарили мне мотивацию сделать видеоролик про нового командира пехоты, и в этот же день просто заскамили всю мою 7-часовую работу над видео. И все дело в том, что разработчики сначала скинули видео презентацию о данном командире, по которому я начал делать свой видеоролик, и опираясь на ту информацию из видеоролика, я начал рассуждать об этом командире. И когда уже мой видеоролик был почти готов, разработчики скинули полную версию в текстовом варианте с описанием всех навыков данного командира. И как же я был приятно удивлен, то что информация в текстовом варианте в корне отличается от того, что я рассказал в видео, опираясь на информацию из видеоролика. И на самом деле так командир вышел достаточно хорошим, не разрывным, но хорошим, но точно не самым сильным командиром на 2026 год, как я описывал его в своем видео. И последний фактор, который прям вот таки кричит нам о том, что данный командир будет самым сильным командиром на 2026 год, это экспертиза данного командира. Нам мельком, но все-таки показали экспертизу данного командира и что она дает ему, и просто посмотрите на эти цифры. 3000 множителя урона. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Эти цифры были далеки от нас, от реальности Rise of Kingdoms, и разработчики говорили, что, мол, вот не будут выпускать таких командиров с таким множителем урона, и что они все будут такие вот одинаковые, но с различной механикой и так далее. И просто дают нам Суньцзы с АОЕ уроном множителем 3000. Это вообще, законно или нет? Незаконно это ни хрена. И исходя из выше всех перечисленных факторов, мы получаем, что Суньцзы Прайм является и будет самым сильным командиром в игре Rise of Kingdoms на 2026 год, на 2027 и, возможно, даже на 2028 год. И вообще, конечно, можно было бы выложить данный видеоролик, потому что в видео действительно было показано, что это прям вот такой вот сильный командир, и даже отдельный видеоролик про него сняли, и можно было подумать, что он действительно будет самым лучшим командиром на 2026 год, тем более это Суньцзы, самый популярный, самый, не побоюсь этого слова, легендарный командир в игре Rise of Kingdoms. И если бы разработчики сделали так, что выложив видеоролик, уже через дня 2 или хотя бы 3 они выложили бы текстовую информацию о его навыках, точную информацию о его навыках, то тогда мое видео имело бы смысл, но а так они просто заскамили. Да, разработчики сделали хитро, и поэтому вот так вот все получилось. Хитрые они, конечно, как китайцы. Но оставлять совершенно без внимания нового командира пехоты, тем более такого вот колоритного, как Суньцзы Прайм, я не могу. И в этом видео расскажу о своих планах о создании третьего марша на основе нового командира. Также поговорим о сбросе командира, который должен будет выйти в январе. Нам показали, сколько это будет стоить и как это будет работать. Но начнем мы о создании третьего марша. Буду я брать 100% себе Суньцзы Прайм и создавать себе третий марш пехоты, потому что я уже готовлю всю почву для этого. В сумке у меня сейчас лежит 218 золотых голов, плюс еще со сброса командиров я буду сбрасывать Саладина 100%, потому что в нем больше всего золотых голов, плюс он мне еще и не нужен. Это плюс еще 371 золотая голова, и в общем у меня выходит 589 золотых голов, и до экспертизы нового командира мне будет не хватать 101 золотой головы. Но самый главный вопрос, это буду ли я делать нового командира пехоты экспертным, потому что не хватает у меня всего 101 золотой головы, в принципе до первых боев я смогу их скопить, но делать ли его экспертным или же нет, просто если делать его экспертным, то у меня не останется золотых голов, чтобы сделать к нему второго командира, и у меня в планах сделать его 3 пятерки 1, и у меня останется еще 200 золотых голов, и потратить я смогу их либо на бойцы, либо же на люче, который у меня уже 2, точнее 1, 2, 1, 1, то есть уже какой-то навык в 2 есть, либо же сделать рекламную связку командира, который нам порекомендовали разработчики, это Уильяма Уоллеса. В принципе, разблокировать его не будет никаких проблем, прокачать его на 5-5-1-1, в принципе, можно будет, но стоит ли это уже совершенно другой вопрос. Скорее всего, Суньцзы Прайм будет хорошо играться с бойцы, либо же с люче, поэтому, в принципе, эти командиры у меня уже открыты, один уже даже прокачан на 60 уровень, и тогда, возможно, будет выбор только между двумя этими командирами. Со строем, конечно, немножечко беда,
вообще никаких посвящений легендарных, эпических вообще ничего нету, но это как бы дело тоже исправимое, в принципе это можно будет исправить, либо же бегать пока в том, что уже есть. В принципе, строй это не такая большая беда. В вооружении у меня есть 12 золотых сундуков и 16 эпических, и все эти сундуки будут открываться на строй клещи, и буду надеяться, что оттуда мне выпадет хотя бы какое-нибудь посвящение с хорошими статами. По снаряжению у меня будет следующее, у меня уже есть одна вечная ночь, дальше я буду ковать. Это шлем завоевателя, я смог забрать с прошлого КВК еще 2 монеты, повезло, и забрал шлем завоевателя. Вообще хотел накопить на новую ратушу, но понял, что она вообще дешманская и фигня полная, поэтому взял шлем, который намного лучше, чем ратуша. Скую шлем, потом попробую все-таки накопить на накидку надежды к первым боям на КВК. Накопить на щит я уже не верю в это, что смогу, но буду надеяться. Буду копить, но хотя 60 слишком много, скорее всего не успею. Дальше у меня будет идти эпическое снаряжение, но с одним но, очень даже хорошим но, потому что у меня оно будет полностью критованное. Ручка критованная, защита приятная. Дальше только ноги эпические, тоже защита, тоже критованная, тоже приятно. И оружие. Пушка у меня будет скорее всего эпическая. Ну, почему эпическая? Почему не синяя на здоровье и так далее? Ну потому что... Где она? А, вот она. Да, на здоровье пехоты. Вроде бы можно ее и вроде бы нужно, но... Камон, все равно так и так... Дальше будем ковать легендарно, который также дает атаку. И почему бы не взять хорошую альтернативу в виде эпического, к тому же еще и критованную. То есть это еще плюс статы к атаке. И там вообще минимальная разница будет между легендарным и эпическим. Поэтому я скорее всего буду брать эпическую пушку. И также смогу сделать ее критованной, скорее всего. И вот таким вот образом примерно будет выглядеть мое снаряжение на третий марш пехоты. В принципе, если повезет с накидкой надежды, то у меня будет 54% защиты и 17% атаки. Ничего лишнего, все прям хорошо. Но если же я не успею сделать накидку надежды, то тогда хорошей альтернативой будет либо же, опять же, эпическая на атаку, тоже критованная. Тогда у меня будет 42 на 27, 27% атаки и 42% защиты, что в принципе тоже хорошо, не нарушает гармонии. И либо же сделать сет ветра. Сет ветра тоже критованная, будет у меня 17% атаки, 48% защиты, что в принципе тоже неплохо, плюс еще и скорость на марше тоже будет не лишней. И теперь давайте поговорим о сбросе командира. Нам показали, как это будет работать и сколько это будет стоить, и радует то, что это будет стоить все за гемы, а не за настоящие деньги. Сам сброс работает очень просто, и самое интересное это то, сколько вы платите за сброс. Чтобы получить все 690 золотых скульптур, которые вы вложили в командира, сделали его экспертным, вам нужно будет потратить 69 тысяч самоцветов. И получается, что за одну золотую голову мы тратим 100 гемов. Много это или мало? Давайте для этого посмотрим, сколько стоит одна золотая голова в VIP-магазине. Как мы видим, в VIP-магазине одна золотая голова стоит 2000 гемов. Выводы делайте сами. И на моем аккаунте сейчас 36 тысяч самоцветов, это 360 золотых скульптур. Но, как я уже показывал, в Саладине у меня 371 золотая скульптура, умножая на 100, это 37 100. И как раз таки мне не хватает всего лишь 900 самоцветов, которые я смогу быстро накопить и легко к ивенту сброса, так что я 100% смогу забрать все золотые головы, которые я вложил в этого командира, и распределить их уже более лучше. И возвращаясь к теме создания третьего марша, многие могут сказать, что вот лучше бы ты вложил все золотые головы в ход Суйбина, сделал бы его экспертным, потому что неэкспертные командиры играются плохо, что лучше бы ты вложил золотые головы в Жанну Дарк и играл бы этими двумя маршами с экспертными командирами, так бы было бы правильнее, но не лучше. У меня тут своя стратегия, которую я сейчас вам расскажу. И показать я хочу вам следующее, а именно статистика моих маршей за прошлого КВК. Как мы видим, в общем итоге я набил 4 миллиона тяжей, и самое важное это то, сколько набил Хо Жанка. Они набили 1,5 миллиона тяжей. Арту с Ахиллесом набили 2,5 миллиона тяжей практически. И давайте считать, если бы я сделал Хо экспертным и Жанку экспертной, это было бы правильно, и тогда бы мой Хо, наверное, сделал бы больше на 500 тысяч, допустим, так, он бы играл бы так же хорошо, как Артур с Ахиллесом, и тогда бы они оба принесли бы мне 2 миллиона тяжей. Тогда бы в общем итоге я бы сделал не 4 миллиона, а прибавляем еще 500 тысяч, это 4,5 миллиона тяжей. И вроде бы это все звучит очень даже хорошо. Но сделав третий марш, я наоборот увеличу свое количество тяжей за КВК. То есть мы Хо Жанку не изменяем, не делаем их экспертным, тогда вся эта статистика
статистика остается нетронутой. Но зато, сделав третий марш, мой третий марш будет приносить мне еще миллион тяжей плюсом. И откуда я взял миллион тяжей на третьем марше? Все очень просто и даже логично. Самый сильный марш Артур Ахиллес делает 2 миллиона тяжей. Второй марш слабее, чем первый, делает 1,5 миллиона тяжей. И третий марш будет, скорее всего, слабее, либо же так же хорош, как второй марш, но скорее всего слабее. И получается, он будет делать на также 500 тысяч меньше. И выходит, что третий марш будет приносить мне за все КВК, скорее всего, миллион тяжей. И в итоге у меня выходит, что от третьего марша у меня будет больше тяжей, то есть в итоге у меня будет не 4,5 миллиона тяжей за все КВК, а 5 миллионов тяжей. Ну, согласитесь, это звучит намного лучше, чем 4,5. И на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Новый командир Сунзы Прайм вышел достаточно хорошим. Скорее всего, еще когда будут проводиться тесты, вскроются какие-то интересные механики данного командира, поэтому теория теорий, а практика раскроет все карты. Поэтому будем ждать выхода нового командира, ждать тесты и уже на деле смотреть, насколько же он все-таки будет хорош. Но мне кажется, что Сунзы Прайм все-таки командир нового поколения, пехотный, он будет очень и очень хорош. Если не прям разрывной, то где-то на уровне бойцы и того же Циня и Ахиллеса. Ну, в общем-то, точно не слабее этих командиров, поэтому ждем и надеемся. А на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Come